А мы начинаем. У нас срочное включение. И перед нами тот самый перекресток. Будьте осторожны, вас ждут спойлеры. Мы приближаемся. То самое место, где таксист высадил Цубасу Шики. Итак, вас ждут локации по Досянка-Гяру. Чудо как милы. И вы не представляете, какая у меня улыбка сейчас. Просто до ушей. Я невероятно счастлив, что оказался здесь. Похоже, я рановато приехал. Уверен, что хочешь здесь выйти? Ничего себе, какой простор! О, мурашки бегут по телу. Ну, это реально пригород. Это пригород Китами, города на Хоккайдо, где и происходят все события. И главный герой этого произведения, как бы вы себе не думали, там, это не Фуюки Минами, это не Цубаса Шики. Главный герой этого произведения — это город Китами и Хоккайдо в целом. И оно написано с той целью, чтобы вы его посетили. Написано оно с невероятной точностью. Так что вот, где-то здесь стоял наш герой. Вот такой вот он, Китами в реальной жизни. Ну а там находится та самая остановка. И сейчас мы тоже к ней дойдем. Вообще, первое появление Цубасы говорит уже о многом. Ведь он ехал из аэропорта на такси. А это значит, что этот столичный ферзь непрост, и он очень обеспечен, поскольку так просто на такси тут не поездишь, оно очень дорогое. И это мы понимали, или вы поняли, или нет, я не знаю, я лично нет, что он очень из обеспеченной семьи. Пока могу только просуждать о том, насколько это правильное произведение, что в отличие от произведения «Девушка с Окинавы», где нам очень навязчиво говорят о бытии жизни и языке на Окинаве, здесь все это происходит так ненавязчиво и так легко, что я сейчас на Хоккайдо, а не на Окинаве, как вы поняли. Ну вот, собственно, и он. Вот этот дом, где раньше была остановка, сейчас ее перенесли. Ну, мы и туда дойдем. Мы везде побываем сегодня. Именно здесь произошла встреча наших героев. Так, ну это не моя Досянка-Гяру идет, очевидно. Ну, она тоже поняла это. Вот такие дела. Также я предупреждал о спойлерах. Здесь же происходило предложение. То есть Цубаса Шики сделал предложение Фуюки Минами, именно стоя на этом месте. Также хотел немножечко вам рассказать, как появился спешл, который перевел Микроманга. Вы обязаны его прочитать, потому что там рассказывается история, предыстория, как около этого дома появилась сама Фуюки Минами. Китами же очень большой. Дело в том, что это путешествие дало
мне очень многое. Какие-то контакты с людьми из Японии. Я смог узнать немножко больше об этой истории. И пока я искал локации, ведь манга очень точна. Когда я понял, что она настолько точна, у меня возник резонный вопрос. Как Минами-то здесь оказалась? Ведь ее дом находится совершенно в другой стране. Она здесь не живет. Она в этом районе не должна находиться. Это окраина Китами. Ее школа, опять же, она в совершенно другой стране, вот там, примерно в 2 километрах. Ее дом отсюда в 6 километрах. И это знание зародило во мне этот вопрос, который я задал в Твиттере. И на него ответил, как вы думаете, кто? Икада Кай, автор манги, ответил и написал: знаешь, друг, спешл-то ты видел вообще? Ты его что, не читал? А я не читал. И больше вам скажу, его нету в оригинальном переводе, в английском переводе, если его нету в оригинальном оформлении, его нету. Но благодаря этому вопросу нашел человека, который также собирал эти локации, он мне просто скинул этот перевод, и вы его все видели. А если не видели, посмотрите. Стоит уточнить, что в бумажной версии 14-го тома этот спешл наличествует. Вот он. То есть здесь как раз рассказано о том, как Фуюки оказалась на остановке и как Цубаса делает ей предложение, плюс еще некоторые дополнительные материалы. Ирония судьбы заключается в том, что при всей спорности 14-го тома у меня его было куплено аж 3 штуки. Но об этом позже. Хотел бы еще добавить такой интересный факт, что актриса озвучания Фуюки Минами, Акана Цой, в тот момент, когда записывал первую серию, болела. И поэтому у нее очень реалистично получился чих Минами вместе со всеми вытекающими, как бы это ни звучало. Ну что, купили классические куриные крылышки жареные и онигири, именно те, которые наши герои покупали в Сейко-маркете. Это, конечно, не тот Сейко-маркет, в котором они были, но кушать мне тоже что-то надо. А пока к вам вопрос. Как вы думаете, что я вот в той почте отправлял? Что-то вы знаете. Кому? Пишите в своих комментариях. Кому была отправлена матрешкас? Это будет интересно почитать. Не скажешь, как тебя зовут? Фуюки Минами. Увидимся в школе. Что могу сказать, ребят, слушайте, губа не дура у Цубасы Шики и Минами. Они ж там эту вот курочку-то с рисом кушали, а они на вкус-то ого-го какие. Такие прям и остренькие, и вкусненькие. Отрыв фляги. Ладно, двигаемся в направлении школы. Ля ты посмотри. Что это такое? Давайте приблизим. Ну-ка еще ближе. Еще ближе. Еще ближе. Так вот же она. Школа. Та самая школа, куда мы и направляемся. Буквы разные.
Значит, будем знакомы? Цубаса. У тебя тут ответ как правильный отмечен, но в расчетах ошибка. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе. Помнишь солнце, вот и лучик. Пришло время брать К интервью. сожалению, эксклюзива не получилось. Я выхожу с территории школы. Во-первых, чтобы вы знали, тут в Японии есть законы. И многие вещи, которые у нас в стране разрешены по закону, здесь запрещены. Притом, знаете, тут достаточно просто запрета словами, и это работает. То есть тут не прокатит, что пока никто не видит, пока никого нету. Сайонара! Goodbye! В школе снимать нельзя, заходить через вход для школьников нельзя. То есть меня прям вывели, я зашел в другую дверь, и только и там уже мне объяснили, что нельзя снимать в школе. Вот такие дела. Дети, конечно, в восторге. Я им сказал, что я тут под осянком главный форумраша. Они были просто в изумлении. А вот директор не был в изумлении. Он не фанат досянок оказался. Школа очень важна. Что здесь происходило? Ребята, здесь происходили основные события, в том числе события 14 февраля. Это же... Да. Когда Минами немножечко накосячила с подарками. Ей было важно показать симпатию Цубасе, выделив его подарок по сравнению с остальными. Но у нее ничего не получилось. Возможно, их отношения бы начались раньше, если бы она как-то уже о них заявила в тот момент. Также здесь есть некие отличия от аниме. Я вам сейчас поставлю врезку с фото скамейки, на которой Нацукава и Цубаса обычно общались в школе. Данного дерева и данной скамейки здесь нет. Но она в Китаме существует. Это вот основные события, о которых я хотел рассказать. Конечно, немного расстроен. Я надеялся, верил. Люди хотят, но законы их ограничивают. Чтобы вы понимали, даже иногда отказываются брать чаевые или какие-то сувенирчики. То есть здесь это все запрещено. Но с кем-то можно договориться, а с директором школы в Китаме договориться нельзя. Также в школе нету перехода, хотя, кстати, когда оказался я внутри, мне показалось, что он все-таки есть. Я нагло не стал снимать, ребят, потому что, реально, я не знаю законов всех этих. Кто знает, что за это полагается, тут расстрел или что, мне неизвестно, поэтому я никаких съемок не вел. Но видел какой-то длинный такой коридор, но он совсем не похож на то, что мы видели в манге, где Хаята и Фуюки общались, бывало. В любом случае, мы сейчас двигаемся по улице, здесь нам снимать никто вроде не запрещает. Мы двигаемся в сторону железнодорожной станции Иташина. На этой тропинке Фуюки нежно прижимается к Цубасе и говорит ему, что ты как не родной. Ну что ты как не родной, Цубаса? Парень совсем опешил, но главное не это. Впервые слышится вопрос: Цубаса, а у тебя девушка есть? Кстати, Цубаса, а у тебя девушка есть? Нет, конечно. Сказал, как отрезал, вот умора. И, собственно, каждая собака на Хоккайдо хочет знать, с кем встречается этот пес. Первый раз, когда она задала этот вопрос, это было нормально. Но когда каждый герой спрашивал Нацукава, Саюри, мама Минами, в общем, а дальше по манге вообще любой персонаж, он первым делом спрашивает у Цубасы, есть ли у него девушка. Все хотят знать, с кем встречается он. Но он ни с кем не встречается. А в свою очередь Цубаса тоже не лыком шит. И он задает вопрос Минами, на который она не отвечает. И это неспроста. Он ее спрашивает: а где ты живешь, Минами? И Минами ничего ему не отвечает. А ты где вообще живешь? О, я на Элке домой езжу, так что проводи до платформы. Потому что в реальности, чтобы вы знали, нету домов ни одного из героев аниме. То есть, чтобы, видимо, фанаты не беспокоили жильцов и прочее, вот как я сейчас, поэтому никаких домов, никаких героев в реальности в Китаме нету. То есть, да, я искал, я и спрашивал, этих домов нет. Так что и этот вопрос Фуюки Минами оставляет без ответа. Собственно, наши герои идут вот по этой тропинке. Она очень красивая, сзади действительно горы.
Вообще все очень-очень-очень настоящее. Вот все так же, как нарисовано. Просто представьте, что это зима. Пейзаж один в один. И двигаются они непосредственно в сторону станции. Вот там вот можно увидеть желтый переезд, традиционный японский. Ну, сейчас посмотрим. Ведь это очень важная станция. Тут будет небольшой приступ СПГС. Она такая же. Она абсолютно такая же, как на обложке аниме. Мне сейчас, конечно, мурашки по телу бегают. Но это просто потрясающе. Я думаю, эта станция сама по себе важна для нашего автора. В конце концов, чтобы вы знали, Иташина переводится как «поля любви». Так что, возможно, она попала на обложку не просто так. Но это мое личное мнение. Собственно, вот с этой станции и уезжали наши герои. Ну, станция максимально приличная. Тут вот велосипедики стоят под навесами. Тут так принято. Лопух растет. Ну, все прям очень напоминает нашу российскую действительность. Вот такая вот она. Давайте поднимемся. Понятия не имею, как купить здесь билет. В любом случае, Фуюки именно здесь предлагает Шике впервые сходить к ней в гости. Цубаса, а хочешь завтра ко мне в гости? А он, кстати, не отказывается от такого предложения и соглашается. Тут вот, соответственно, домушечка. Возможно, здесь билеты продают. Сейчас зайду, разведаю. Ну и название станции. Она абсолютно такое же. Вот эта вот вся железочка, вся точно такая же, как на странице манги, как на страницах аниме. То есть абсолютное сходство. Ну, я как будто нахожусь в той истории. Ну, правда, в той истории директор разрешал снимать в школе. Не могу я эту ситуацию отпустить. Ладно, все, это последний раз. Тут зеркала. Ну, дальше нам не интересно, дальше герои не ходили. И с этой стороны, как это выглядит. Ну, красота. В этом есть некое очарование. Ля ты посмотри, какой большой. Так, ну чё, я также наигранно удивляюсь, как Цубаса, в конце концов, он из Токио приехал. Я тут тоже не лыком шит. У нас в Москве тут есть и Мега, между прочим, а это один из крупнейших торговых центров в Европе, я бы даже сказал. Так что, то бы нас не удивить, но, блин, реально, ребят, для такого города, как Китами, он очень большой. У меня в городе, а я живу в городе по размерам плюс-минус как Китами, ничего подобного у нас такого большого нету. Ну что, заныриваем? Как мы знаем, там продают разные модные штучки. Там продают всякие модные штучки. А тут у нас фудкорт. А еще здесь есть супермаркет с кучей мяса. Какой большой торговый центр! Разве в Токио они не крупнее? Ну, тут все немного не так, не как в токийских торговых центрах. Правда? А в чем разница? Ну, дома очень просторный. Еще бы, земли у нас хоть отбавляй. По Саюри пару слов. У нее на кофте есть флаг России. До половины рунета за тебя была. Но, впрочем, к истории Саюри мы еще вернемся подробно. Ведь я тоже болел за нее. Конечно, сразу отмечаем тот факт, что даже такие вещи, как остекление потолка с вот этими фонарями, полностью прорисованы в аниме. В общем, точность потрясающая. Поэтому я здесь.
Ну и, конечно, та самая вывеска, как же без нее. Она появляется во многих разборах локаций. И мы ее, конечно же, обязательно снимем. Ведь мир так изменчив. Завтра может здесь уже не быть. Я, конечно, помню, что наша подруга пила кацуген литрами, но мы на пробу взяли 180 миллилитров. У нас бюджетный отдых, не забываем об этом. Ну, плюс мы еще не знаем, чего ждать от кацугена, а он не знает, чего ждать от нас. Так что пробуем. Мы находимся как раз в том кафе, где и кушали наши герои. После того, как решили прогуляться все вместе в Тобу. Хочу рассказать свое мнение о фильме в некотором роде. Смотря в первый раз, не подозревая о жанре, я думал, что сейчас эта комедия перерастет в хоррор или триллер. Заманила к себе домой этого столичного ферзя и напоминает сюжет фильма «Кто там?» или «Тук-тук» в оригинале с Киану Ривзом и потрясающей Анной де Армас. Ох. Ну да ладно, Цубаса. Чем займемся? Я сам фильм этот не смотрел, просто знаю, что он похож по сюжету. Я не понимал, чего ожидать. Это перерастет в хентай или в ужасы, и то, и то. И я бы скипнул, я бы не стал это смотреть. Вообще, это аниме всегда нарушало мои ожидания. Сегодня родителей нет дома. Кроме одного, что он выберет Фуюки. Но об этом во второй части. Давайте так, цель первой серии, первой глав — это захватить внимание аудитории, поэтому применяются вот такие хитрые приемы. То есть Фуюки должна действовать нестандартно и сразу удерживать внимание читающих и смотрящих это. Или вернемся в гостиную. Никакого подтекста в ее действиях нет. Я их не вижу. То есть кто-то может их видеть, я не вижу. Она просто переоделась и уснула. И никакое это было не кокетство с ее стороны. Это проявление непосредственности и отсутствие опыта отношений с парнями. То, как она выбегает за ним, показывает, что она не ценит себя. Ей жутко неудобно перед Цубасой. Прости, правда. Я даже не заметила, как заснула. Кошмар какой-то. Ты не подумай, я не Она хотела. его пригласила не для того, чтобы он смотрел, как она спит. За это и извиняется. Но а наш валенок ее перебивает. Поэтому Цубаса может снова... Ты в таком виде на улицу вышла? Заболеешь же! О, спасибо. Вообще он предпочитает молчать, когда стоило бы сказать, и говорит, когда стоило было бы промолчать. А теперь главное, не забывайте, им по 16 лет. Мы-то все, конечно, были в 16 не такими, конечно. А они такие, и в этом привлекательность этой истории. В ней все настоящее, кроме цветочного магазина Саюри, его в реальности нет. Тем временем Кацуген открыт. Ну что, погнали? Ну, вы знаете, на вкус как кацуген. Ну, прям кацуген. Какой-то слегка ягодный привкус. Не знаю. Такой кисленький слегка, очень жидкий. Больше похоже на сок. Ну, я думал, это кефирчик. Но это не кефирчик. Кстати, утром, как у меня в гостинице шведский стол, а мы на Хоккайдо, тут кисломолочка распространена. И я зачерпнул себе сразу ведро какого-то йогурта и съел вместо традиционного творога на завтрак. И было прикольно, нормально. Я рад, что здесь есть кисломолочка, это более привычные продукты. Вообще могу сказать, что за время полета на китайских авиалиниях или за то время, пока я был в Японии, все, что я ел, было вкусно, хотя необычно. Так, вернемся к нашим друзьям. В этом кафе происходят обычные будни юности. Минами со свойственной ей напором и легкостью налаживает отношения с Саюри. Она и восхищается из-за ума и красоты. Это еще раз показывает, как Фуюки отчаянно ищет друзей и в будущем не хочет рисковать этими отношениями. Кроме того, не хочет их обидеть и встать на их пути. Фуюки недооценивает себя и является в аниме образом доброты. В основном это связано с тем, что она плохо учится, ее поведение слишком непосредственное для ее сверстников, поэтому до сих пор у нее нет настоящих друзей.
Саюри ей не отказывает, она довольно замкнутый человек, но ей нравится Шики. А Фуюки с ним ладит, и поэтому наступает самый непонятный момент всей этой истории. Цветные линзы дорогие. Можно пополам взять. О, это тема. Давай делиться. А я хочу взять помаду и, наверное, шампунь. Купить цветные линзы на двоих? Что тут имел в виду автор? Я до сих пор не понял. Ребята, пожалуйста, пишите в комментариях, если кто-то из Японии смотрит. Вас это не задело? Это норма купить линзы на двоих и же как бы в глаза вставляют? Тут я сокрушаюсь, как и все, я уверен. В этой истории интересно другое. В реальной жизни неплохо ладят и подшучивают друг над другом актеры озвучания Акана Цой и Сливчис. Прости, если я неправильно это прочитал. Да ты никогда это видео не увидишь. Терпи. Не парься! О, в один голос. У нас прям любовь. Думаю, если бы они записывали свои роли в одной студии, то вся история превратилась в чистую комедию. Да и дальше одной серии, я думаю, они за весь сезон бы не записали. Так бы сидели там и ухахатывались. Хотя я могу ошибаться. Внешние проявления иногда бывают совсем не такими, как отношения в реальности. Когда я заходил в школу, удалось пообщаться с несколькими школьниками, находясь внутри. Ну, вы знаете, обычные японские школьники, истинные аяши. У двоих есть гарем, один является пилотом биомеханического робота, третий разгоняется до 100 км в час, и вы его на видео не увидите, он слишком быстро передвигается. Ну, а вот директор записал мое имя в какую-то свою черную тетрадку. Кацуген постепенно заканчивается. Короче, приготовил 250 йен, изучил кратко на сайте Врена, как ездить на автобусах. Все, давайте мне этот автобус. Я твой автобус катал, сейчас я поеду на нем просто лихо, быстро, дерзко. Ну, потому что, надо учиться, ребята, надо учиться. Че мы сюда приехали, будем ходить, что ли, щелкать? Мы сейчас будем, как японцы, кататься на японских автобусах. Изи-бризи, я вам отвечаю. А вот и мой автобус едет. Сейчас посмотрим, чем это закончится. И вот так уезжает от меня мой автобус. А все потому, что я доехал и оплатил. Ну, кто красавчик? Как я горд собой, Знаете одну базовую вещь. Никто не говорит в Китаме на английском. Нет такого человека. Я подхожу к любому человеку и спрашиваю: ты говоришь по-английски? Он мне говорит: нет, я не говорю по-английски. Я говорю: я тоже не говорю по-английски. Давай общаться на наших родных языках. И он такой: давай. И все. И мы общаемся. Есть Google переводчик, есть базовые слова на... Ля какой. Есть базовые слова на английском, на русском, на японском. Я их знаю, они их знают. Все. Мы все общаемся по кайфу, расстаемся друзьями, радостные, счастливые, довольные. Этот английский язык тут вообще никуда ты его не применишь. Он нафиг не нужен. Этот ваш английский язык в Китаме. Китаме живет своей собственной жизнью. Оно не знает, оно не знает, что у нас тут съемки проходят. Короче, да. Магазин всяких красок. Наверное, сейчас узнаем, что там внутри. В этом магазине происходили события 98 главы манги, когда Эрика, Шики и Мацуа собрались здесь, чтобы обсудить, что бы такого подарить Фуюки на день рождения и Рождество. Шики решил после довольно-таки неоднозначной истории из детства Фуюки, что он подарит ей альбом с ее картинками, фотками. В общем, что он нарисует ее. Могу сказать точно, вот это без всякого СПГСа личная история автора манги. И чувствую, он тоже для кого-то ее написал. Тут два варианта. Либо для женщины, которая ему нравится, либо для администрации города Китаме.
эта чудесная девушка помогла мне найти вот такой вот стенд. И более скажу, смогла обменять мне отдельные варианты манги на полную коллекцию. Ну, собственно, вот они там в пакетике лежат. Ох, ребята, вы не представляете, но легче приехать в Японию и купить здесь мангу Досян Кугиару, чем сделать то же самое в России. Притом в России есть перевод этой манги. Неофициальный. Вы можете его купить, поищите на Авито, например. И легко найдете даже не один вариант. Но вы не сможете купить в России мангу с правильным и полностью отредактированным переводом микроманги. Ну, будучи маленьким участником этого процесса, внося правочки в итоговый материал, я также списался с теми людьми, которые печатают, издают и продают манго Досян Кугиару в России. Я им предоставил эти правки, спросил, где они берут перевод. И до 66-й части они ее брали у другого переводчика, не буду называть. Я проверил и его, и предоставил правки и по другому переводчику. Это было в январе. Сейчас на часах у нас 14 число, май. И эти правки не были сделаны. И, соответственно, я ее не купил. Я хотел получить мангу со своими правками. Мне было бы это очень приятно. В итоге я понял, что зачем я буду спонсировать тех, кто не имеет никакого отношения ни к переводу, ни к манге. Поэтому я приехал в Японию и купил вот это вот издание. Внес свой маленький вкладик, 9647 йен, это около 5000, в то, чтобы мы все увидели второй сезон. Ведь если вы будете покупать и смотреть, постить, перепощивать, какую-то проявлять активность по Досян Кугиару, то вы увидите второй сезон. Ну, ясен красен, это не надо делать во ВКонтакте, но делайте это в Твиттере или Вот. Тут также есть набросок, копия наброска, который сделал Икада Кай. Возможно, кстати, это оригинал. Все. Теперь я все это добро понесу к себе в отель. Так, парни, быть у воды и не напиться — это не наш вариант. Я поговорил с местными барышнями, и они меня заверили, что это оригинал. Это оригинал Икада Кая. Это он нарисовал для этого магазина. Ну, не знаю. Но охотно верю. Это частый, кстати, скетч, который он использует в разных кафе, барах и, как видите, магазинах. У нас есть еще одно место, где в Китамии есть скетч Икада Кая, и тоже оригинал, по всей видимости. Мы еще его увидим по ходу нашего путешествия. Да, ребят, неожиданно и приятно. Традиционное подведение итогов будет происходить за приемом пищи. Итак, мы побывали в магазине комиксов, и там произошла сцена, в которой Эрика спрашивает у Шики, как он относится к Минами. Наш валенок уже не тушуется, это уже истинный гигачат, как сейчас говорит молодежь, и токийский ферзь, поэтому он, ничтоже сумнявшись, отвечает ей, что он любит Фуюки Минами. Вот так вот он вырос за это время. Напоминаю, это 98 глава. Ну а мы на этом, пожалуй, закончим. Нас ждет прекрасный ужин. У нас есть Big Hit, у нас есть картошка фри. Вы представляете, ребята, местная вкусная точка стали выдавать бумажные трубочки, а у нас пластиковые. Как-то это не по-православному. У них нет гамбургера, пришлось взять чизбургер. Так, совет от бывалого. Сейчас я возьму эту бумажку, заверну в нее Биг Мак, и он у меня не будет вываливаться, пока я буду его есть. Все это стоило 970 йен. 600 рублей. Короче, как у нас, плюс-минус. Вот. Только у нас трубочка-то пластиковая, на нашего клиенте не экономят. И небольшое отступление.
пока я тут ел. Блин, вот, ребят, честно, вот буквально бы чуть пораньше начал записывать это видео, увидел реальную девушку с Хоккайдо, Досянку Геру. Я был прям изумлен. Не скажу, что прям сегодня очень тепло, прям ветрено, так прохладно. И она идет... Ой, шортики такие короткие. Прям канон. Провода оголены по самую розетку. Не выключайте серию, в конце будет продолжение. Озвучено проектом Anilibria.tv в 2024 году. Спасибо, что выбираете нас. Видео предназначено для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра. Досянка Гяру чудо как милы. Опенинг в конце серии только подтверждает плотность повествования. Опенинг тоже имеет свою историю. В нем используется интерпретация реальной фотографии. Мне так и не удалось понять, где она сделана, так как свободно распространяется. Ее используют повсеместно в новостях, например, в том числе и в российских. Если знаете, где сделали это фото, пишите.